Всем привет! В этом видео расскажу, в какие кейсы CSGO лучше всего инвестировать и когда для этого будет самый хороший момент. Но перед этим поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Ну а мы начинаем. Сейчас мы находимся на первой страничке торговой площадки. Здесь нас встречает уже достаточно много кейсов. Но скажу сразу, большинство из них в этом видео мы особо не затронем, так как они в принципе довольно дорогие, и расти они будут только в долгосрок. Но давайте же перейдем вообще ко всем кейсам и рассмотрим их более детально. Итак, мы находимся на страничке со всеми кейсами CSGO. Сейчас мы их отсортируем по цене. Хочу сказать сразу то, что кейсы, которые стоят по 60 рублей дальше, то есть они дальше кейса, да даже нет, они дальше кейс разлом, то есть спектр, авангар, они все будут идти как кейсы на долгосрок. Но, естественно, все хотят заработать сейчас, в самое ближайшее время. Поэтому мы будем рассматривать все кейсы до разлома, которые идут. То есть это половинка второй странички и первой. Но разделим их на две группы. Кейсы до спектра и после. Известно то, что самые дешевые предметы растут намного активнее, чем те предметы, которые дороже. То есть даже если кейс стоит рублей, ну допустим 19, как гамма первый кейс, да, и горизонт. Если на них будет одинаковый спрос, да, или допустим даже на гамму кейс будет спрос, ну чуть-чуть побольше, все равно больше иксов даст горизонт, потому что он дешевле, его бустить легче, банально. То есть на той же призме 2 она будет стоить 4 рубля, да, но при этом кажется, ну, она особо и не подняла, но при этом она сделала 2х. В то же время гамму кейс надо будет бустить до отметки в 38 рублей. Много кейс, много, дорого, да, и очень высокий порог в инвестицию. Вот и поэтому такие вот дорогие кейсы, они именно подходят только на большой вот банк, на инвестицию прям вот в долгую, знаете, ждать там годик, полтора, чтобы они прям дали очень-очень хороший X. Потому что маленькие банки и те, кто хотят по-быстренькому закупить, уже через месяц слить этот кейсик себе в профит. В профит. Они не будут закупать такие дорогие кейсы. Это слишком мало кейсов у них выйдет. Вот. И поэтому мы будем рассматривать чисто вот эти кейсы, включая CS20. Некоторые люди считают то, что новый кейс, кстати, вот по поводу нового кейса, какая информация иногда вот гуляет. Некоторые считают то, что будут ножи CS20 в этом кейсе, но уже другой раскраски. Я лично считаю то, что это не так. Потому что, ну, смысл выпускать новую серию ножей CS20, это либо же будет CS20 номер 2, что абсолютно глупо, либо же очень глупый ход от Габена. Но мы опять-таки рассматриваем только эти кейсики. И сейчас я вам покажу очень хорошую статистику, которая даст нам понять лучше, какой кейс круче по росту будет в ближайшее время. Итак, вот мы уже на этом моем скриншоте. Эту статистику сделал человек с Reddit. Она очень быстро разлетелась. И некоторые ютуберы уже засняли по этому видосик. Но нас интересуют самые большие показатели у вот этих вот кейсов. Давайте сразу откинем те, в которые, ну, лучше не стоит лезть.
Горизонт и кейс запретная зона. Вот сравнивая их, лучше выбирать запретную зону, потому что там интереснее скины и открывают ее намного чаще, чем горизонт. Ножи там одинаковые. Первая серия ножей по типу коготь, стилета и другие. Думаю, вы поняли. Горизонт сразу же мы откидываем. Откидываем CS20 кейс, потому что ситуация с ним немножечко непонятная. И ножи там на самом-то деле не пользуются особо большим спросом. Револьверный кейс я тоже, пожалуй, откину, потому что кейс 2015 года, он до сих пор не вырос, он людям не интересен, и если тут даже посмотреть на графики, то его открывают действительно мало. Вот всего лишь 14 миллионов 800 тысяч. При этом призма и Danger Zone уже открыто по 40 и 41 миллиону. А вот и, кстати, горизонт. Да. Вот перенесемся сюда, поближе уже к новеньким кейсам. CS20 открыто мало, даже меньше, чем у горизонта. Вот. Одинаковые ножи, но при этом запретку открывают намного чаще. Да, кто-то скажет клатч, много открывают. Но поймите, вот сейчас еще ситуация непонятная со сломанным клыком. И в перчаточные кейсы я бы сейчас не стремился вливать свои деньги. Лучше подождать до конца операции, когда все успокоится и будет понятно, кейс операции сломанный клык лимит или нет. Ну а мы возвращаемся к нашим кейсикам, вот этим. Хромированный кейс номер 3. Но он в принципе неплохой кейс. Вот она, хрома 3. Ну, ее не особо так уж и много, да. Но вот если чисто так подумать, в ней скины не особо интересные. Сейчас я вам их покажу. Так, я уже перешел на CSGO Stash. Вот она, хрома 3. Ну, максимум тут интересного P250 Азиум, АУК. Ну, Бизона не особо популярен. М-ка, огонь Чантика. Ну, все говорят за вот эти вот ножи. Но, вот, честно говоря, эти ножи устаревшие, они, да, не привлекают людей. Но лучше, как по мне, купить ножи из новой коллекции. Именно призма, там ножи. Там ножи тот же самый второй вот этой вот серии, где есть зуб тигра, мраморный градиент, вот, ультрафиолет. И они там намного лучше смотрятся. У некоторых из них даже лезвие побольше, анимация более красивая, проработанная. Но Хрома 3 это неплохой кейс. Еще что хочу заметить. Те, кто открывают кейсы, они очень часто смотрят на синьку, потому что шанс-то маленький, да, то, что вам выпадет какая-нибудь фиолетовая, красная или вообще даже нож. Поэтому они смотрят на синьку и окупает ли синька. Здесь, неплохо МП9, но очень мало, 142 рубля за статрек прямо с завода, если вам выпадет. Синька тут не очень, честно говоря. Призма 2 кейс точно такой же, как призма 1. Вот только он будет выпадать в будущем столько же, сколько и призма. То есть призму первую заменит призма 2 по выпадению. Когда уже первая не будет выпадать, вторая, только вот будет сыпаться всем на аккаунты. И сейчас уже потихоньку происходит вот эта вот замена. И эта замена, скорее всего, полностью произойдет с выходом нового кейсика, который, как по мне, должен уже выйти в мае. Итак, мы отбросили горизонт, CS20, револьверный, призму 2 тоже, хромированный, но не совсем. У нас остается запретная зона и призма кейс. Давайте чисто их сравним здесь. Danger Zone чуть-чуть побольше открыли, но он и вышел-то раньше. Он вышел в декабре. Вроде как
2019 года, а призма уже вышла на 20. Поправьте меня, если я ошибаюсь, я точно уже не помню. Вот. Но, думаю, надо сравнить скины. Что мне нравится в призме, так это синька. Здесь есть коллаж, очень интересный. Авапа, Дигл, это очень популярные скины. Даже вот XM этот сейчас является, ну, плюс-минус одним из самых популярных таких вот скинов розового, там, фиолетового качества. Он пользуется спросом, как и АУК Динамика, МК Император. Ножи красивые, классные. Вторая серия, самая популярная серия ножей, она лучше выглядит и сочнее, чем первая серия, которая, кстати, находится в Danger Zone кейсе. Но здесь, да, здесь есть коллаж Азимов, Авик Неонуар, Юсп, Юспец, Флэшбэк, МК Магний, Глок. Хорошие скинчики. Но, как бы, ножи тут немного проигрывают, но они компенсируются скинами. И, как по мне, сейчас эти кейсы стоят на плюс-минус одном уровне. Но по ценам они, естественно, отличаются из-за своего количества. Но инвестировать бы я советовал тогда, когда выйдет уже новый кейс, когда все просядет, закончится операция. Тогда уже делать какие-то свои выводы. А пока что стоит, наверное, присмотреться немножечко так к Хроме 3. Вот прям совсем чуть-чуть. И я выделю, конечно же, кейс Призма и Danger Zone, запретную зону. Это, как по мне, самые лучшие кейсы для инвестиций на данный момент, и они дадут больше всего иксов. Ну а с вами был Черный Бустер. Инвестируйте в Steam, зарабатывайте деньги. Всем удачи, всем пока.